Он сделал транскоммуникацию. Ну, тут я щелкаю мышкой, там слышно. То есть именно в этой комнате ты что-то и слышал? Ну, в основном, да. Когда ты их затушил. Не, погоди, он первый ушел, Диман. Вот ключи вам оставить, потом передадите. Вы же тут будете за свои вот эти проводить какие-то, ну, чтобы проверить это все. Ничего пока не происходит. С того момента, как упала камера, отключим через щиток весь свет, чтобы ни один электрический прибор не работал. Ребят, всем привет! Здорово! Всех очень рады видеть в новом году. Это первый ролик, который мы записываем именно в 2023. И хочется вам сказать, ребят, то что да, вы очень оценили нашу историю с заводом, на котором мы с Тёмычем ездили. Полностью погрузились во всю атмосферу, попытались что-то найти мистичное. Что, в принципе, и сделали. Мы реально нашли, почитали ваши комменты, почитали то, что не заметили мы. Очень много крутой информации касаемо предыдущих двух частей с заводом. И вот сейчас как раз тот самый момент, когда мы с Тёмычем думаем, поехать нам снова туда или нет, и хотим спросить именно вас об этом. Поэтому, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы видеть продолжение с заводом, чтобы мы дальше попытались найти что-то мистичное именно в той страшной локации, попытаться разобраться с тем, что там происходит, и вообще понять окончательно, есть ли там какая-то мистика или нет. А сегодня мы также для вас хотим подготовить очень крутой ролик с крутым контентом. Вы все знаете нашего друга Санька с канала YouTube Hype, он тоже блогер, мы уже очень давно дружим. И вот он рассказал такую историю, то что он вместе с девушкой насмотрелся наших роликов и подобных нашим роликам на мистическую тему. И реально загнался этой темой, начал пугаться этому. Но первым, что он сделал вместе с девушкой в своей квартире, это вызвал одного из духов. И после этого им начали казаться какие-то странные звуки, шорохи, шумы. В общем... девушка его настолько была напугана, то, что он ее отвез домой, успокоил, а сам, вернувшись в хату, не стал успокаиваться на этом, заканчивать. Он сделал транскоммуникацию. Ребят, кто не в курсе, объясню в двух словах. Это когда ты берешь очень чувствительный микрофон, записываешь всю атмосферу, все шумы, которые находятся вокруг твоей комнаты, полностью в тишине. Потом происходит необходимая обработка, чтобы удалить все различные шумы. И начинается слышаться какие-то звуки, якобы с тобой кто-то разговаривает или что-то, ну, максимально мистичное. И да, он это сделал, он сам, когда прослушал, что у него получилось, просто охренел от этого. И после этого он написал нам. Он сказал то, что, блин, приедьте, здесь реально что-то есть в этом доме, может быть, даже как-то они поспособствовали на это, но квартира его, и он не может в ней не находиться дальше, но даже ему, блин, взрослому пацану страхово, поэтому он нас попросил туда приехать. Ребят, для нас контент, вместе с вами повидаемся с нашим другом и вообще посмотрим, что там происходит. Сейчас отправляемся туда, надеюсь, вам очень сильно понравится ролик, поставьте лайки перед началом просмотра, не забывайте про то, что мы вас попросили касаемо завода написать в комментариях, мы будем ждать ваши комментарии. Ну а сейчас, ребят, приятного просмотра, погнали! Ребят, как же жалко то, что мы не могли каждый день вместе с вами видеться в новогодние праздники на ютубе. Ну как же круто и как же потрясающе то, что мы это делали каждый день и виделись и играли вместе с вами в GTA San Andreas Online RP на 3-м сервере. Именно там сейчас проходят новогодние события, и возможно кто-то сейчас это услышал и загрустил, то что, блин, новогодние праздники прошли. Но нет, друзья, ведь эти новогодние события будут длиться до 5 февраля. Начну с того, то что там теперь есть новый транспорт, который просто вас точно поразит. Ведь теперь там есть сани Санты, и на них можно передвигаться, как на обычном транспорте, сажать друзей, кататься, участвовать в каких-то крутых вечеринках, автопати. Все это можно делать на новогодних санях. Вы только прикиньте, как это круто и как это оригинально. Теперь там есть грузовик Кока-Колы, тот самый любимый, который мы все так тепло и душевно любим. Теперь есть в этой игре, вы сможете на нем кататься вместе с вашими друзьями и всех поздравлять с этим крутым новогодним праздником. А как вам такое? Бентли Ультратанк. Да-да, тот самый, с технологичными гусеницами, который сможет пропереть просто везде. Вы точно поразите любого. Все это есть у Санты. Новогодние печеньки, которые так вами полюбились с прошлого года, тоже есть в этом году. Набирайте огромное количество печенек, меняйте их на оригинальные, интересные, красивые аксессуары. Все это можно прямо сейчас в GTA San Andreas Online RP на 3-м сервере. Ну а если вы не знаете, где найти эти красивые печеньки, все очень просто, ребят. Они разбросаны на всей карте и на тех самых
самых локациях, которые появились только вот прямо сейчас с этим новогодним событием. Если ты еще думаешь, заходить тебе в эту игру, играть с нами или нет, то, ребят, прямо сейчас, кто скачает эту игру по ссылке в описании совершенно бесплатно, во-первых, получает наш промокод ZebraGTA, который вам даст 120 тысяч игровых рублей и совершенно новую, крутейшую тачку спорткар бесплатно. И это еще не все. Новогодний подарок от Санты будет ждать тебя с самого начала игры. Поэтому прямо сейчас залетай, мы тебя там ждем. Ну давай же, круто проведем время, будет очень классно и очень тепло. Ссылочка на бесплатное скачивание игры в описании. Здорово, Санка. Здорово. Что, показать вам, в какой комнате-то все произошло? Да. Давай, погоди. Ну пойдем, пока я присяду, чтобы рассказать его. Стремновато здесь, конечно, находиться. Ну, честно говоря, Сань... Ты не стал? Ты что не открыл запись, которую я тебе скинул сейчас, пока ехали? Ну мы хотели вместе, и вообще, Сань, в пути неудобно было. Мне кажется, в любом случае ты накручиваешь. Я Давай. не накручиваю. Ну ты знаешь, что вот на этой хате я ее, перед тем, как продал, сейчас я на ней иногда, тусуюсь, так сказать, иногда угораюсь, такой, чтобы на свою хату не засрать. Вот мы что-то решили, посмотрели фильм ужасов один. Может, видел, где там он такой корейский, там они что-то в школе вызывали духа, короче. Не знаешь, он такой современный, популярный. Не помню название. Вот. И, короче, мы начали, тоже вот эту тему мониторить по угару. Типа, давай вызовем духа, там, типа, Санька, когда были. Вот. Но она сначала, она сначала такая, типа, не-не-не, я не хочу. Потом, короче, типа, такая, ну ладно, типа, давай фильмец посмотрели. Вот. И, короче, получается, начали вызывать духа. Когда, типа, такой, типа, понял, вот это классический обряд с зеркалом, знаешь, с водой, вот это вот вся такая тема, то есть самая такая стандартная. Вот, и, короче, вызывали духа, типа, ничего не происходит, такие, ну ладно, окей. И когда мы все это, типа, закончили, там прошло, может быть, минут 15-20, и тут просто такой, я уже хотел спать, типа, это все прям на ночь было, я такой, типа, ложусь спать, Анька тоже легла спать, и я просто слышу херакс, звуки какие-то, точнее, на кухне, причем такие, знаешь, вот, как тебе изобразить, сейчас тебе покажу, вот иди сюда, смотри, звук был именно, знаешь, какой, вот какие звуки были перед сном слышны, не вот стук какие-то вот такие, а вот так, блин, даже не могу, стой. Типа, кто-то как возит мебель? Даже типа, наверное, вот сейчас, вот. Серьезно? Вот такая тема. Ты же понимаешь, как психология работает? Нет, да и ни при чем тут как психология, это Да, вон, я смотрю, у тебя крыски есть. Может, они шумели? Ага, хорошо, а звук открывающейся двери откуда? Ну, ты ходил, проверял, потом реально дверь открывалась? Нет, я когда проверял, она была закрыта, как и была закрыта, но она открывалась, этот звук точно был. И как эти звук открывающейся двери перепутать? Это же тебе не просто там стук какой-то, это то есть полноценный вот. Как можно это не услышать, перепутать? Ну просто ты сам знаешь, Сань, ты же смотрел ролики с ведьмой у нас, правильно? Ну. Ты сам знаешь, как это все проявляется. Там прям по факту ты смотришь, это все, дико погружает. Да что ты мне рассказываешь? Это как, во-первых... Ты что? Это соседи. Да вот видишь, нет, это сейчас, да нет, это сейчас. Он насмотрелся. Короче, все, нет, не суть, я просто испугался сейчас, я просто не суть, не в этом. Тупо сам себя. Да не в этом суть, короче, естественно, Анька, она вообще после этой фигни, вот этих всех звуков, она сразу такая, не, тут не буду оставаться, я поехала, типа, к нам на ту хату. А это прям всю ночь было или как? Да вот слушай, вот, она собралась, короче, уехала, а мы еще там... короче, я такой, типа, дивану звоню, говорю, слышь, не хочешь пугать, то ты понял, почему, типа, мы там отдыхали, вся фигня, вот. Я, короче, позвоню Диману, говорю, приезжайте, сейчас будем, другому Диману Маркину, звоню Диману, своему другу, он приезжает. А он такую тему всю любит, и на самом деле я то, что вот у меня было стрёмно, но это было интересно все равно, типа, я такой, типа, на веселье, на настроение, типа, Анька свалила, короче, я такой, все равно завтра здесь сантехника ждать, чтобы он там трубы поменял, типа, что мне не остаться-то. Вот, естественно, короче, получается... позвал Димана, он шарит в этой теме, типа, как шарит в транскоммуникации, понял, через вот это ЭГФ, короче, запись голоса духа. Ну и нахера, если ты так разогнался после вызова, Сань? У меня есть чувствительный, потому что было интересно, адреналин, ёпт. Вот, короче, у меня есть тот чувствительный микрофон, на который я треки записывал, да? Вот, мы сделали тоже все как надо, то есть положили вот это зеркало, сняли, положили его, поставили стакан с водой, туда микрофон, то есть, типа, точнее, стакан без воды, но в смысле, туда микрофон, да, там, вот. И сейчас я вам тебе покажу, собственно. Давай, я говорю, я за рулем и не послушаю. Но это еще не все, сразу тебе говорю, что это еще не все.
Это еще не все. Ты говоришь, что нет, очень, это не так. сомнительно. Ну, сейчас, да, сомнительно. Призрак. Окей, да. Ну, тут я щелкаю мышкой, там слышно. Ты хочешь сказать, но, это в полной тишине да, записалось? А ты хочешь сказать, что это просто так кажется. Но это явно не звук с улицы, это прям какое-то дыхание и какой-то прям звук от какого-то объекта, типа похоже живого объекта. Может, и не живого, как реально. На что-то такое, как будто женское. Диман вообще, типа, он раньше, типа, же угорал по фильмам вот этим, типа, он говорит, что, типа, вот этих духов называют как, типа, тонкие тела. Самая жесть произошла, когда мы, типа, собрались, разъехались. Даже еще что-то было? Вот Диман уехал. Во-первых, куча вот этих звуков, которые были, якобы, передвижная табуретка, открывать дверь, еще был звук выключателя появился, как будто бы. Но это все ладно. Самая суть была, что я лег спать. Вот я сейчас даже покажу. Я, короче, лег спать. Ну, стой. Вот здесь. После всего этого, то есть, я не стал включать свет в коридоре, типа, здесь все равно было темно. То есть ты уже один остался. То есть все, да, я лег спать, а я еще, типа, обычно сплю на животе, да, то есть я лег спать, получается, на живот, как обычно, и почему-то потом уже я проснулся, естественно, на спине. Но суть-то в чем? Почему-то, во-первых, я ночью перевернулся на спину, хотя я не могу этого сделать, я никогда так не делаю. А во-вторых, что я проснулся, как будто мне приснилось, как будто меня начали кто-то душить. И то есть я проснулся от нехватки воздуха. Короче, от лютой нехватки воздуха. От лютой. То есть я прям встал, и я не понял, я секунду-две не мог пошевелиться, потому что у меня все дыхание свело. Вот. И я тебе даже больше скажу, мне показалось, как будто у меня шея была вся в красных этих пятнах, как будто ее держали. Это 100%. Не знаю, короче, давай по чесноку. Очень многое влияет от того, как мы накрутим себя, правильно? Да, и следы тоже влияют. И звук на этом, да? Это сейчас не я уже накручивал. Это было убавлены шумы и увеличена громкость, которая в этих шумах. Но я знаю, как это работает. Ладно, в любом случае, давай. Сейчас расставим все, как мы всегда с Тёмычем делаем. Попробуем, я уже достал свечи из сумки. Попробуем. Слышали? Нет. Саня, я не знаю. Ты тут ночь провел, ты так сейчас поговорили. Просто тут еще полы, деревянные, типа... То есть они поскрипывать могут. Ну, короче, я считаю, что это все равно что-то было стрёмное, ненормальное, 100%. Ну, сейчас мы попробуем тебе помочь с помощью этих свечей. В этой хате теперь после этого. Да погоди, мы сейчас разберемся. Сейчас посмотрим, в любом случае, на что-то да выйдем. Сейчас камер также в дальнейшем расставим. В принципе, все, ребят, сделаем как всегда. Вы сейчас услышите, что рассказал Санек. Напишите в комментариях, как вы вообще думаете, реально ли такое могло произойти, или Саня себя тупо накручивает. Но как нам кажется с Тёмычем, то, что если сравнить с предыдущими нашими историями, куда мы ездили, отличается все равно, как ни крути. И полностью полагать на то, что Саньку это не показалось, мы не можем. Поэтому давайте определяться, давайте сделаем все необходимое и будем уже проверять. А запись, дыхание? Ребят, вы сейчас наверняка задаетесь вопросом, зачем мы ставим эти свечи, ведь никогда такое не делали и сейчас вот решили взять и поставить. На самом деле, друзья, мы полностью понимаем то, что у Санька в квартире ничего нету, ничего потустороннего, ничего мистического, и мы хотим еще больше его напугать, чтобы он понял во всей этой атмосфере то, что ничего страшного у него не происходит. Надо устроить у меня пати, тут и так уже какой-то дух вызванный, еще потом новые придут, а мне еще с ним тусить тут. Ну, хотя я не собираюсь больше тут оставаться один, по крайней мере. Но в любом случае квартира твоя, и куда ты из нее уйдешь, правильно? Уйти ты можешь, но ты же ее не оставишь навсегда теперь одну. Я продам, зачем нам нужно? Так, не точно продам, 100% все. Не. Сань, сходи пока, пожалуйста, выруби везде свет, если тебе не сложно. Что ты сам думаешь? Да, мне кажется, он себя накрутил слишком. Накрутил. А чем насчет этих транскоммуникаций? Да мало ли какие там шумы были. Ты слышишь, тут он даже сам перепутал звук от соседей. Ну да, но... Когда мы только пришли, по сути, он здесь живет, и он... Услышав такое, ты все будешь слушать, Тём, но... Плюс, я так понимаю, там еще, может со двора какие-то звуки были или еще что-то. Кстати, даже крысы... Вы слышали?
Ну, это опять, наверное, соседская, что ли? Нет, Как это прям в квартире. Ну, было похоже на В квартире. Что это так, В этой квартире. так быстро уже какая-то реакция есть? Кстати, а что у тебя так свет-то горит? Это выключено или что? Ну, это что, он, кстати, сломался. Ну, это так Ну, было, да? уже было, да, но когда это, я не знаю точно, когда это случилось. Понял, ладно. До этого раньше нормально работал. Так, ну ты в двух моментах покажи вообще комнаты. Я знаю, что здесь не одна. Только мы Ну, хотим... что тебе показать-то? Ну, вот. Ну, я здесь... Вот именно вот эта дверная ручка как будто открывалась, кстати. То есть именно в этой комнате ты что-то и слышал? Ну, в основном, да. Либо на кухне это вот по движению был. Хотя, слушай, если смотреть по полу, то, скорее всего, именно звук там был, потому что именно там кухни? табуреты, да. Сейчас дойдем А здесь до именно кухни. ручка двери. А еще самый прикол. И вот такие звуки, но это сложно было наставить. Самое было стрёмное, что вот отсюда, когда я сюда зашел, когда вот эти, ну, в моменте я решил потом смотреть, перед тем, как Диман пришел, когда я зашел, я захожу, получается, и вот здесь в зеркале мне показалось, что я видел какое-то свечение, отражение как будто фонаря, но здесь не было ни света, и ну сам видишь, что там какое свечение, тут ничего не передает. Здесь был прям такой четкий шар светящийся, как будто. И он, вот как только я бросил тот взгляд, он исчез. Вот прям четкий. Ну, не знаю, не знаю. Я надеюсь, Сань, то, что это все твое Воображение. воображение и не больше, если честно. Потому что пока что вроде, ну ничего такого вот. Блин, сидя при свечах в темноте, естественно, ты будешь слышать еще больше каждый шорох. Что там, ничего, пойдем на кухню посмотрим, где Саня Пойдем. длиннющая подушка. Аниме, все дела. Ну, туалет, я думаю, тут нет смысла показывать. Старый, вот по кругу вот недавно делали там. Ну да, там дальше что там сейчас ремонт. Смысл тоже. Ну, Где, да, Саня, у тебя тут свет включить? А, вот За холодос. Ага. А, слушай, тебе кран починить. Вот это вот это еще могло тебя смутить. Смотри. Нет, смутить меня могло вот это вот. Вот такие звуки. Но это явно не просто стук в стене. Блин, ну я не знаю. Ну типа, есть еще один вариант. Какой? Наверное, к нему можно прибегнуть сейчас перед тем, как камера стоит. Ладно, пойдем тогда возьмем из сумки все необходимое. А, я понял про что-то. Да? Угу. Какой вариант-то? Сейчас из сумки возьму. Ага, все, взял. Пойдем тогда тем, наверное, установим. Сань, пока жди. Я думаю, что теперь еще в квартире. В этих свечах сидеть? Да, ты просто прислушайся. Если что-то еще заметишь... Контроль, да, Ты чтобы контроль. здесь... Зачем лучше эту хату просто бы оставил, свалил ее? Я не хочу тут сейчас находиться, делать. Ну понятно, Сань, но... Да может сейчас разбираться все по-любому нормально надо. будет. Ну, Вы, всё, может, запишите себе погнали. видос. Ну да, как Как минимум. минимум. Саныч, вообще нет смысла дальше вот это слушать, потому что он тупо себя разогнал. Да, честно. сразу видно прям на лицо все признаки того, что Да. это просто разогнан. Да. Ты видишь, у него все смешалось. Да И он- звуки, он и шар с путается, какой-то он светящийся. переживает из-за всех звуков. Вот это тут кран стучит, ребят. Здесь вот этот всегда горит, когда свет Да, выключишь. да. Тут, естественно, ты себя так разгонишь, особенно после всех этих типа действий, которые вызывают призраков. Да. Тут вообще свихнешь. Какая идея? Изначально мы с Тёмычем, когда сюда ехали, мы уже понимали, то, что Санек, скорее всего, себя разогнал, и лучше всего ему доказать то, что здесь ничего нет, это немножечко создать атмосферу, якобы здесь что-то есть. Ну, типа, ребят, мы решили, что клин клином вышибают, скажем так. И мы сейчас ему покажем, что на самом деле здесь в квартире ничего страшного нет. Мы создадим иллюзию, как будто здесь что-то реально есть. Но он, когда все это увидит, когда он узнает, что мы просто это просимулировали, он поймет, что здесь действительно можно жить, и все, что здесь происходит, он просто напридумывал. Сейчас мы ее растянем. Где дверь? Скажем Саньку, якобы так проверяется то, что проходит призрак. Ну да, то есть принцип действия примерно такой же, как мы делали с мукой Только в доме такое это ведьмы. рабочее, а вот это, естественно, Ну да, типа... мы сейчас заранее это все растянем и постараемся так, чтобы Санек сходил на кухню. Ты думаешь, он испугается? Видно? Закрепится? Сань, ну что ты как здесь? Как будто. Я просто эту запись переслушаю, но уже прям вот именно в ухо, чтобы прям более четко расслышать.
Ну вот как будто бы там прям вот слышно голос, на который хочет что-то сказать, но не говорит, как дыхание. Это вы с Диманом ее делали, да? Да. Запись? Ну это же, типа, явно не наше дыхание. Так, ну все. Сань, короче, смотри, что мы сделали. Мы сейчас растянули специальную пленку. Если кто-то там будет проходить, мы все это сможем увидеть сразу. А, ну как вы уже делали вроде, да? Что-то? Ну да, мы такое частенько делаем. Так, Тихо. это кран, Сань, это кран, реально. Ну сейчас... Нет, а кран от движения как будто. Скрежет небольшой вот этот, как по полу. Но вот как я только начинаю говорить, она сразу проходит. Слушай, а у тебя еще лимонад есть, Тём сейчас пьет? У меня... А, да, кол есть. А что, кол, фан? Да давай кол, наверное. Тащи, Давай. пожалуйста. Давай. Саня попросил его специально на кухне притащить. Че, обнаружил, походу? Да идите сюда! Быстрее! Быстрее! Я говорил вам! Идите сюда! Идем. Все, ребят, все сработало. Смотри! Ну? Чё, ну-то? Стой, реально лицо, как будто ты видишь, как от носа, как от рта. Ну нафиг, а? Я говорил вам, а? Говорил вам, что тут есть что-то? Ты чё ржёшь? Чё ржёшь? Сань, ну ты реально что ли? Блин. Это мы. Какая пленка и призрак? Ну ты серьезно что ли? Конечно. Да иди нафиг, я тут сколько времени ночь провел в таком положении. Ты так пересрал, такой... А ну смысл, нифига вы сделать? Ну вы сейчас звуки слышали все. Сань, да мы хотели тебе показать, что на самом деле тут нет ничего. Да, чтобы я типа испугался. Ну нет, свечи... Я и так ночью тут у меня был стрёмный, без ваших вот этих дебильных. Свечи, наверное, когда ты вскочил, блин, ушел. Или когда они затухли. Когда ты их затушил. Не, погоди, он первый ушел, Диман. Когда ты их затушил, то они затухли. Я уходил, но они не были затушены. Ну да что ты? Я тебе говорю серьезно, что Не-не. ночью, если ты провел, Так, не, погодите. То это Сань, реально. Чего? Сань, мы реально не тушили свечи. Так. Давайте еще, Санек, Чего? Не, давай погоди, еще Сань, прислушаемся. сейчас реально- Не, погоди, Тёмыч, давай немножко объясним Саньку, в чем дело. Сань, ну да, с этим, естественно, мы прикольнулись. За что? Ну, а свечи нет? Свечи нет. Мы реально когда Вот сейчас... здесь сквозняка сейчас нет, сами посмотри. Отвечай, что это не ты сейчас задул, когда Ну бежали. да, не мы. Отвечаешь. Отвечаю. 100%. Да, я тебе говорю, я сразу за тобой пошел. Так я вам говорил тогда, что что-то есть, а? Ну погоди, слушай, может... Да ты это ж не говорил? показатель. Ну блин, Надо- Саня, ну, вот это тоже даже в это поверил, понимаешь? Хотя это, ну просто какая-то Да. безумная хрень, в которую не нужно верить. Ну останьтесь здесь на ночь, что вы? Может быть, давай камеры поставим? Камера. Пацаны, я могу Ну да. это, вот ключи вам оставить, потом передадите. Вы же тут будете за свои вот эти проводить какие-то, ну, чтобы проверить это все. Но мы сейчас думаем камеры вот на просто. свою квартиру. Ты реально что ли поехал? Ну, сейчас поеду, да. Ты чё? Саня, ты реально что ли испугался вот этого или что? Да и мне еще и по делам надо, хорошо. Оставляй. Как все это отснимите, сделайте, там, позвоните. Хорошо. В общем, сейчас, ребят, мы будем проверять эту квартиру. Мы, конечно, не уверены, что здесь что-то происходит, но свечи потухли сами. Это, конечно, такой переломный, можно сказать, момент. Ну, вот, откровенно говоря, между нами, вот эта запись, которую Санек с другом сделал, тоже меня немножко тревожит. Все остальное, да, как бы звучит так, как будто за уши притянуто. Но вот эта запись... всё, Тёмыч, проводил его. Кстати, он запись обещал сейчас скинуть. Свою вот эту вот. Ага, ну отлично. Давай тогда это, может, подготовимся, камеру возьмем. Сколько нам штук-то? Штуки 4, 3. Да, давай. Свет включим уже. Короче, ребят, не знаю. Тём, ты сам вообще что думаешь насчет этого? Да я думаю, он накрутил все. Накрутил, а свечи почему? Вот только у меня пару моментов, я уже сказал. Потому что свечи-то реально ведь не натушили. Да, я уж сейчас рукой помахал, это не могло быть из-за моего вставания, там я последним уходил. Нет, они, ну, не тухнут, они хорошие. И немножко меня запись это тоже смущает, я не стал при нем говорить. Понятно, меня тоже смущает, потому что... Но блядь, все как остальное какое-то прям дыхание. накрутил. То есть- Накрутил. Ты типа прикинь, у него 3 крысы здесь живет, они ночью шуршат, полы вот эти деревянные, по ним малейшее движение, они сразу дают какой-то скрип, там, я не знаю. Мне кажется, он надумал.
Ну, в любом случае, давай камеру расставим. Напишите в комментах, ребят, как вы считаете, будет что-то, не будет. Но я скептически настроен прям вот максимально по этой квартире. Думаю, вообще здесь все нормально, если честно. Так, первая камера вот сюда. Я думаю, отлично. Все, супер. Следующая. Так, отлично видно. Ну, да. Так вот. Ага. Так. Ну все, вообще отлично. Ну все, Тёмыч, я установил все камеры, в принципе. Это получается кухня, комната и в коридоре. Везде стоял свет, кроме коридора, пускай вот это будет такой. Все, отлично. Тогда остается только следить, Да, смотреть. сейчас тогда. Дай телефон, пожалуйста, сейчас подключусь. Будем смотреть, следить. Опять же, ребят, стандартная практика. Если что-то будет появляться, все это сможете увидеть сразу же первыми. Ну а пока, Тём, все. Кстати, погоди. Все, законнектил. Ну, огонь. Отлично. Все 3 камеры. Ну, слушай, Тём, честно, единственное, меня вот пугает эти звуки, которые Санек записал. Но это единственное. Вот я хожу, я стараюсь себя от этого как-то отдалить, но мысли, сам ты знаешь, все равно нагнетают. Угу. Поэтому не знаю. Согласен. Как-то странно, блин. Согласен, согласен. Оно так прям... Ну там слышно дыхание, как ни крути. Я думаю, это прям невооруженным, блин, взглядом, да, слухом, все это слышно. Да. Ладно, давай следить. Слушай, а пока ничего. И знаешь, кстати... Что-нибудь видно? Камера упала с двери. Куда я ее поставил? Погоди. Не разбилась. Нет, но она упала. А дверь как была, Тимон? Она открыта была, я прям на дверь установил. Подожди, да я подсниму. Не заглядывай. Тебе чего? Ну давай зайдем. Давай, подожди. Фу. Ничего. Блин, вот так я ее поставил. Дверь была немножко приоткрыта. Я просто вот так ее установил и все. Ну и как она могла упасть? Здесь площадь, смотри, какая, Тём. Я не знаю. Вот даже дверь сейчас движется, хотя до этого она чем-то упала. А что ли было? Что за фигня? Ну это... Вот, видишь эту точку, когда дверь зафиксировалась? Вот так я поставил, но она не может упасть. Согласен. Блин. Слушай, я не знаю, что за хрень. Пойдем посмотрим до момента падения, наверное. Давай. Пойдем. Ребят, уже очень долгое время следим за всеми камерами. Периодически
выходим в другие комнаты сами. Ну вот как от такого звука ночью не испугаешься после того, когда себя накрутил, да? Угу. Ничего пока не происходит. С того момента, как упала камера, никаких больше страшных вещей не происходило. Мы хоть с Тёмычем и дискуссировали насчет того, почему могла упасть камера, хотя это фактически невозможно. Но, в принципе, что-то Чё это так резко? Не знаю. Мы, в общем, что подумали? Здесь постоянно трещит очень сильно холодильник. Даже сейчас, я думаю, вы слышите. Но это мешает, чтобы даже своими ушами услышать какой-то посторонний звук. Как вы знаете, через камеру мы при монтаже только можем слышать то, что происходит, а так мы видим только картинку. Либо нас выручает шумомер, который по факту показывает цифру. Мы с собой их сегодня не взяли. Поэтому сейчас с Тёмычем поступим так. Выйдем, отключим через щиток весь свет, чтобы ни один электрический прибор не работал. После чего один из нас, скорее всего, чтобы не создавать дополнительного шума, и чтобы в случае чего другой мог включить резко свет, пойдет, осмотрит всю квартиру, и если что-то заметит, тогда здесь реально что-то есть. А если нет, то дальше будем детально следить по камерам. Ну, наверное, это самый нормальный план. Да, да. Мы, в принципе, пришли именно к такому. Так, на фонарь. Погнали. Давай, у тебя тоже? Да. Ну все, пойдем тогда к щитку. Вот, подсними как раз холодильник. Но он очень сильно трещит. Мешает. Угу. Ладно. Идешь? Иду. Так, ну смотри, кто из нас пойдет? Давай я, раз я уж с камерой содетый. Ну, давай договоримся только так. Если что-то, сразу давай какой-нибудь позывной, я сразу врубаю все Да ты меня автоматы услышишь. и бегу к тебе. Угу. Если что-то Договорились? будет, ты меня сразу Только услышишь. максимально аккуратно. Давай, если что, чекай на меня по камерам просто. Потому что Тёмыч, блин, свечу задули, опять же, не мы. Да. И камера вот с такой ширины двери, где у нее, блин, площадь прилегания, ну, очень сложно упасть, ты сам понимаешь. Да. Ну и все, ладно. Все, вырубил? Да будет темнота. Да. Да, только аккуратно. Ничего.
Просто куртка. Слышите, как они трещат? Ничего. Ничего. Давай врубай свет. Врубаю? Угу. Вообще ничего? Вообще ничего. Да, Ваши есть. камеры снимали? Камеры снимали. Всякие побочные звуки есть, но так, чтобы что-то происходило странное, я не знаю, это опять такие побочные звуки, знаешь, типа вот этот капающий кран на кухне, часы, которые, ну, на батарейке, они не связаны с электросетью, естественно, они скрипели тоже. Но так, чтобы что-то левые звуки, не знаю, ну, крысы, естественно. Ничего такого, Диман. Остается только сидеть и просто до талого смотреть скрытые камеры, вот эти, которые мы установили. Все, я больше не вижу других вариантов. Блин, меня, конечно, вообще не оставляет вот это. Я сейчас стоял и так переживал за тебя. И не знаю, но Тёмыч, там как будто бы реально что-то есть. Давай, наверное, правда, по камерам смотреть. Прям до талого, да? Да. Если что-то будет, сразу же покажем и включим камеру. Да, давай так, Диман. Ребят, с того момента, как мы последний раз для вас записали ту фразу, то что будем осматривать камеры, все, которые находятся в доме, до самого последнего момента, до талого, когда мы устанем или найдем что-то такое, то что подтвердит мистику, прошло уже огромное количество времени, мы уже находимся в другом месте, потому что когда мы там находились, последние часы ничего не происходило. Потом мы еще какое-то время подождали, следили по камерам и снова ничего. И мы приняли решение приехать сюда, посмотреть все файлы, которые мы отсняли через компьютер, ведь реально, как вы могли заметить, что-то странное там происходило, и мистическая нотка максимально чувствовалась. Но когда мы начали отсматривать все файлы, первое, на что мы обратили внимание, то что когда затушились свечи, когда мы этого тупо не ожидали и испугались вместе с Саньком, хотя не давали ему вида, мы поняли одно. Да, свечи-то затушились, да, окна были закрыты, Санек был прав. Но та трещина, которая находилась на стекле в этой комнате, почему-то мы сразу ее не заметили. А из нее ведь так неплохо-то и дует ветром. Поэтому именно она и могла повлиять на то, что 2 свечи из 5 потушилось после того, как мы элементарно ушли из комнаты. А двери все были открыты, и сквозняк был только такой. Поэтому, ребят, это прям максимально объясняет. Да, дальше вы скажете, но как же камера, которую ты очень хорошо поставил? Ведь она реально устойчиво стояла, и площадь прилегания вот этой постановки была очень большой. Но физически как бы невозможно, чтобы она упала просто ни с чего. Тоже с вами полностью согласны, но давайте вспомним то, что та дверь, на которой я поставил камеру, только в одном положении фиксировалась. Если мы ставили в другое положение, то дверь начинала сама под тяжестью и под наклонностью петлей двигаться. Что могло привести к тому, что когда я поставил, я подумал, что дверь хорошо зафиксирована, но позже она начала медленно съезжать, набирать скорость, ударилась об стену, и из-за этого рывка, из-за этого толчка просто камера свалилась. Почему-то мы тоже под всем этим нагнетанием, то, что происходило в этой квартире, или как мы хотели, верить в то, что происходило, не подумали об этом. Но это произошло именно по этой причине. И мы не можем другие причины здесь рассмотреть. Еще есть один интересный момент. В процессе того, как мы снимали для вас ролик в той квартире и следили по камерам, мы этого не заметили. Только сейчас, уже приехав, загрузив все файлы на компьютер, мы увидели очень странный момент. Камера, которая стояла на кухне, именно в ней мы услышали какой-то странный звук. Он прям максимально зашкалил нашу камеру. У нас это все отображается, мы, возможно, вам это покажем.
И мы тоже удивились, от чего мог быть такой резкий, непонятный звук. И это тоже, ребят, все объяснимо. Помните тот надоедливый холодильник, который постоянно трещал в этой квартире? Именно тот холодильник, который то трещал, то не трещал, перед новым циклом вот этого трещания издавал характерный такой, как удар, как будто движок вначале запускается, и потом начинается этот треск. Именно этот звук и был пойман камерой, которая была установлена у нас на кухне. Как вы поняли, ребят, ничего мистического, скорее всего, там нет. Санек, то, что объяснял, он проснулся из-за того, что его кто-то удушил. Возможно, в процессе переживания он перед этим столько просто себе накрутил, перед тем, как лег спать. Он говорил то, что он просто в поту просыпался до этого момента много раз, и он не мог огромное количество времени уснуть. Естественно, хочешь ты не хочешь, ты вскочишь от кошмара. Именно с ним это и произошло, и, возможно, он сказал, то, что у него были здесь красные пятна. Скорее всего, когда он проснулся, он почувствовал то, что у него сбито дыхание, он сразу начал трогать шею, представляя то, что его кто-то душил. И когда он натрогал, он подошел к зеркалу и увидел то, что у него здесь красные полоски, а он сам, по сути, это сделал. Поэтому, как вы поняли, друзья, в этой квартире мы ничего такого потустороннего и мистического не увидели. Мы уже сейчас, перед тем, как для вас записать эту концовочку, позвонили Саньку, сказали то, что все нормально. Обязательно посмотрели наш ролик, мы ему скинули эти материалы, он и посмотрит ролик, который уже увидели вы. И точно поймет, что в этой квартире все хорошо и ничего мистического и потустороннего там нет. Поэтому, ребят, вывод только один. В этой истории ничего страшного не произошло, как мы поняли это вместе с вами. Да. Санек просто себе все накрутил, поэтому не ходите по его дорожке, назовем это так. Не накручивайте себе, когда насмотритесь каких-то или таких роликов, или ужастиков и подобного. То есть всегда думайте головой в первую очередь, и у вас все будет хорошо. Да, не экспериментируйте на себе, лучше смотрите наши видосы. Мы сами все сделаем как нужно. И вас это никак не коснется. Просто кайфанете, просто погрузитесь вместе с нами в атмосферу. Ну а мы перед концовкой ролика хотим вам напомнить, то, что оставляйте свои комментарии касаемо завода, ведь именно от вас зависит, поедем мы на завод снова и будем разбираться со всем, что там происходит или нет. И, конечно же, друзья, всем до новых встреч. Увидимся. Пока!